Волки тоже бывают разными, не говоря уже об их родственниках – собаках. Это существа благородные и очень умные, и, возможно, если бы не счастливое стечение эволюционных обстоятельств у приматов, волки смело бы составили конкуренцию разумным хомо. Ищите серого, красного, белого, тибетского волков и других представителей семейства псовых в плейлисте «Собаки». Ну а сегодня у нас в гостях самый редкий в мире волк. Встречайте рыжего волка, не путать с красным. Рыжий волк – хищное млекопитающее семейства волчьих. Статус рыжего волка спорен. Великие умы считают его либо подвидом серого волка, либо самостоятельным видом, либо продуктом естественной гибридизации серого волка и койота, которая происходит последние несколько тысяч лет. Традиционно насчитывали 3 подвида рыжего волка, 2 из которых уже вымерли. Самый редкий представитель семейства волчьих, рыжий волк, совсем недавно населял большую часть востока США от Пенсильвании до Техаса. Однако в 20 веке из-за его истребления лысыми обезьянами и разрушения среды обитания рыжие волки оказались на грани вымирания. Их ареал сперва сократился до крайнего юго-запада Луизианы и юго-востока Техаса, а к концу 70-х годов прошлого века рыжие волки в природе окончательно исчезли и сохранились только особи в зоопарках и питомниках. До середины 20 века рыжих волков истребляли за нападение на домашний скот и птицу. В 1967 году вид был объявлен вымирающим и начали предпринимать хоть какие-то меры по его спасению. Вся нынешняя популяция рыжих волков произошла всего от 14 особей, содержавшихся в неволе. Сейчас в мире осталось примерно 270 особей, 100 из которых было выпущено на волю в Северной Каролине. Надеюсь, такое узкое генетическое бутылочное горлышко не скажется на оставшейся популяции, и рыжий волк все-таки сумеет выжить. Сейчас рыжий волк занесен в Международную Красную книгу со статусом вид, находящийся в критической опасности. От своего ближайшего родича, серого волка, рыжие волки отличаются меньшими размерами. Рыжий волк стройнее, у него длиннее ноги и уши, а мех короче. Однако он крупнее койота. Длина тела рыжего волка составляет 100-130 см, хвоста 30-42, высота в холке 66-79. Взрослые самцы весят от 20 до 41 кг. Самки, как правило, на треть легче. В окрасе меха присутствует рыжий, коричневый, серый и черный цвет. Спина обычно черная, морда и конечности рыжеватые, конец хвоста черный. Рыжий окрас, благодаря которому вид и получил свое название, преобладал среди техасской популяции. Рыжий мех также доминирует зимой, а ежегодная линька происходит летом. По образу жизни рыжий волк близок к обыкновенному волку. Изначально они обитали в лесах, на заболоченных низменностях и в береговых прериях. Вели, как и все волки, ночной образ жизни. Сейчас рыжих волков повторно заселяют в труднодоступные горные и заболоченные районы. Стаи у рыжих волков меньше, чем у серых. Они обычно состоят из семейной пары и ее потомства, как молодого, так и уже подросшего. Иногда такие семьи значительно разрастаются. В семье практически не наблюдается проявления агрессии, однако в отношении незнакомых волков члены семьи настроены недружелюбно. Меню рыжего волка составляет преимущественно грызуны, в том числе нутрии и ондатры, кролики, еноты. Изредка стая может поймать оленя. Дополнением к рациону являются насекомые и ягоды, а также они не брезгуют падалью. В свою очередь рыжие волки, ввиду своей неагрессивности, могут легко стать жертвами других волчьих, аллигаторов или пум. На молодых волчат охотятся такие хищники, как рыжие рыси. Кстати, недавно про них был ролик.
ищите его в плейлисте «Животные Америки» или «Кошки». Как я уже сказала, рыжие волки живут семьями, в которых размножаются только доминирующие пары. Пара, как и у других волков, создается на долгое время, вплоть до смерти супруга. Остальные члены группы помогают воспитывать потомство и приносят корм для главной волчицы и ее волчат. Сезон размножения у рыжих волков продолжается с января по март. Беременность длится 60-63 дня. В помете в среднем 3-6 щенков, которые рождаются весной. Логово самки устраивают в ямах под упавшими деревьями, в песчаных откосах и по берегам рек. Своим потомством занимаются оба родителя, а щенки становятся самостоятельными в 6 месяцев. Средняя продолжительность жизни нашего редчайшего рыжего волка в природе составляет 8 лет. В неволе они доживали и до 14. А как вы думаете, от кого произошел рыжий волк? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! Ha 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 ha!